7 ноября комиссия во главе с генерал-майором Фроловым прибыла в военный инженерно-технический университет для подведения итоговой проверки. Комиссия начала работу с пленарного заседания в Петровском зале университета. Минутой молчания собравшиеся почтили память маршала инженерных войск Шестопалова Николая Федоровича. Заместитель председателя комиссии полковник Гришин представил собравшимся членов комиссии и довел до сведения цели проверки, одной из которых является оказание помощи руководству университета в предстоящей аккредитации. Начальник университета, генерал-лейтенант Зайченко, дал краткую историческую справку о военном инженерно-техническом университете. В дни работы комиссии проверялись следующие структурные подразделения ВИТУ: факультет механизации и строительства, кафедра фортификации и специальных сооружений, кафедра строительных конструкций и механики твердого тела, кафедра педагогики, психологии и отечественной истории, кафедра тактики и общевойсковых дисциплин, кафедра военной архитектуры, кафедра организации производства и экономики строительства, факультет строительства военно-морских баз, кафедра строительных машин и грузоподъемной техники, эксплуатации и ремонта, кафедра физической подготовки и спорта, а также учебные группы 421, 424, 441, 443, 931, 933, 951 и 954. Комиссией проверялись следующие учебные дисциплины: военная история, отечественная история, архитектура зданий и сооружений, начертательная геометрия и инженерная графика, политология и социология, философия, железобетонные конструкции, металлические конструкции, общевоинские уставы, автомобильная подготовка, детали машин, а также строевая подготовка, огневая подготовка и физическая подготовка. При проверке строевой подготовки у курсантов проверялись командно-методические навыки и уровень индивидуальной строевой подготовки. По дисциплине архитектура зданий, сооружений член комиссии полковник Мамулин провел контрольный опрос по остаточным знаниям курсантов за 4-й семестр. Курсанты отвечали письменно по билетам. В ходе проверки состояния боевой и мобилизационной готовности оценивались полнота и качество разработки документов плана перевода с мирного на военное время, укомплектованность личным составом, уровень обеспеченности вооружением и военной техникой, знание должностными лицами требований служебных документов, состояние и оборудование пунктов приема личного состава, качество разработки учебных планов и программ подготовки офицеров. Состояние учебной работы проверялось на кафедре физической подготовки. Во время проверки оценивались полнота и своевременность и качество разработки документов, учебных планов и структурно-логических схем, документы по учету учебной работы, отчеты Государственной аттестационной комиссии и уровень индивидуальной подготовки курсантов. Начальник кафедры физической подготовки полковник Караван с гордостью продемонстрировал в музее кафедры спортивные достижения курсантов и офицеров университета. ВИТУ на протяжении последних лет постоянно занимает первое место в Ленинградском военном округе по физической подготовке и спорту. На проверяемых кафедрах, в учебном отделе, на факультетах и в ВУЗе целом оценивались план методической работы на учебный год, план-календарь основных мероприятий на учебный год и на месяц, планы работ структурных подразделений вуза, а также индивидуальные планы преподавателей. Рассказать о состоянии научной работы в ВИТУ, дать оценку качества планирования научной, рационализаторской и изобретательской работы, а также оценить состояние научного информационного обеспечения мы попросили заместителя председателя комиссии полковника Гришина. Меня приятно удивило то, что как организована работа в целом
в научных подразделениях, я имею в виду в научно-исследовательском отделе и в научно-исследовательских группах. Ну, и было таким же тоже приятным сюрпризом, что даже кафедры, которые в последнее время претерпели колоссальные организационно-штатные изменения, произошло их слияние, даже в этом вот непростом для себя времени и непростой ситуации состояние научной работы в целом я оцениваю в ВУЗе как удовлетворительное. Работу отдела кадров проверял полковник Ильичев. Огневая подготовка проверялась в 2 этапа. Теоретические знания офицеров проверял полковник Шевченко. Офицерам было предложено несколько вариантов вопросов, на которые надо было ответить письменно. Практические контрольные занятия проводились на стрельбище базы номер 3 в поселке Приветинское. Работу комиссии координировал штаб во главе с полковником Вихлянцевым. Ежедневно штабом подводились итоги проверки и ставились задачи на следующий день. По итогам проверки члены комиссии представили председателю проверочной комиссии справки-доклады по своим направлениям. 16 ноября председатель комиссии генерал-майор Фролов подвел итоги проверки военного инженерно-технического университета. При этом он отметил с хорошей стороны работу 4-го факультета, полковник Скляров, кафедру 10, полковник Лаврушин, кафедру 3, полковник Занегин, учебный отдел, полковник Шабалин, кафедру 14, полковник Бирюков, а также научную работу университета, полковник Лапин. Начальник университета подготовил план устранения недостатков, выявленных комиссией, для представления его на утверждение начальнику службы расквартирования и обустройства войск Министерства обороны Российской Федерации. Комиссия закончила работу. Общее состояние военного инженерно-технического университета оценено как удовлетворительное.